Филипп Темнялов представляет фильм «Орфей или поиски бессмертия». Дионис передал Фракийское царство местному жителю по имени Харопс и научил его тайным обрядам в мистериях. Оеагр, сын Харопса, унаследовал и царство, и знание тайных обрядов, которые в дальнейшем Орфей узнал от своего отца Оеагра. Но Орфей, который превосходил всех одаренностью и образованием, изменил многое в мистериях. Поэтому таинства, созданные Дионисом, назвали орфическими. Диодор. Живем в эпоху апокалипсиса. Смерть стала чем-то обычным. Благодаря телевидению даже примелькалась. Часть всемирного шоу. Пока не коснется лично тебя. Тогда узнаешь страдания и задумаешься о бессмертии души. Некоторые считают, что в бессмертие верят только слабые. Боятся смерти и придумывают бессмертную душу. Но тот, кто ищет, и мысль его не боится никаких ограничений, разве он слаб? Для меня идея бессмертия души – путеводная звезда. Последнее время она сияет в образе Орфея. Я художник и давно пытался представить себе его образ. С одной стороны, мифический поэт, музыкант, спустившийся в ад за Евридикой. С другой – реформатор обрядов мистерий, создатель интеллектуального, орфического учения, которое, возможно, духовная основа древней фракийской культуры. Во всяком случае, раскопки древних святилищ в Родопах, долине фракийских царей, наводят на мысль об этом. Все это, конечно, догадки, но одно кажется мне бесспорным. Скалистые вершины гор, звездное небо, восходы и закаты солнца были для древних фракийцев полны глубокого смысла. И трудно представить и понять образ фракийца Орфея, находясь в центре Софии. Поэтому, дождавшись весны, я решил отправиться по Орфеевым местам. Позвал приятелей. Призвав дух Орфея в проводники, мы двинулись в путь. Как-то в одной из старых книг я прочел о древнефракийском храме, в котором впервые появился Орфей. К моему удивлению, храм этот находился не в Родопах или Старопланине, орфических местах Болгарии, а, по словам автора, у истоков реки Марицы. Древние называли ее Эбер или Хебер. Марица начинается в Риле, у подножия Мусалы, но когда-то ее началом, возможно, считалась река Ибр, вытекающая из Батрильской вершины с таким же названием. И мы решили начать свое путешествие с Рилы. Это было в эпоху Моисея, 5 веков до Гомера, 13 веков до Христа. Индия погружалась в свою Кали-югу, в века темноты. Ассирия, благодаря вавилонской тирании, продолжала топтать Азию. Египет, все еще крепкий наукой своих жрецов и фараонов, противодействовал всеми силами всеобщему разложению. Но влияние его останавливалось у Ефрата и Средиземного моря. Израиль развернул в пустыне знамя единого Бога, но отголосок этого клича еще не пронесся над землей. В Греции храмы, города, разъединенные религиозными обрядами, вели между собой кровавые битвы.
Позади Греции находилась суровая Фракия. Лунные культы, возглавляемые жрицами-вакханками, царили в лесах в глубине долин. Боги мужского начала, жрецы Зевса и Аполлона, принуждены были удалиться на высокие безлюдные горы. Вблизи источников Эбра возвышается гора Каукайон. Дубовые леса опоясывают ее со всех сторон. Циклопические камни венчают ее. В течение тысячелетий это место считалось священным. Пелазги, кельты, скифы, геты, изгоняя друг друга, приближались к священной горе, чтобы поклоняться на ее вершине различным богам. Поднимаясь на такую высоту и созидая с таким напряжением царстве вихрей и молний свой храм, не ищет ли человек все того же единого Бога, каким бы именем он ни называл его? В ту эпоху во Фракии появился молодой человек из царского рода, обладавший непобедимой силой обаяния. Его белокурые волосы падали волнами на плечи, а музыка его речей проникала до глубины души. В темно-голубых глазах могучий свет солнца соединялся с нежным сиянием луны. Однажды молодой человек, которого называли сыном Аполлона, внезапно исчез. Говорили, что он умер и спустился в ад. В действительности он удалился в Самотракию, затем в Египет, где попросил убежище у жрецов Мемфиса. Через несколько лет он вернулся на родину под новым именем, которое получил при посвящении. В этом имени выражалась его миссия. Он назывался теперь Орфей или Арфа, что означает «исцеляющий светом». Жрецы храма приняли Орфея как спасителя. Своими знаниями и своим энтузиазмом Орфей увлек большую часть Фракии, преобразил культ Вакха. Он слил религию Зевса с религией Диониса в единую мировую идею. В его учении посвященные получали чистый свет духовных знаний, и этот же свет доходил и до народных масс, но умеряемый и прикрытый покровом поэзии и очаровательных празднеств. По юго-восточному склону Рилы мы поднялись к водохранилищу Белмикен и от него по тропинке на высоту 2500 метров. В поисках останков древнего храма пересекли высокогорное плато. Обозрели окрестности с вершины горы Ибр, искупались в истоках реки Ибр, которая когда-то считалась началом Марицы. Места действительно фантастические, но вот площадка над водохранилищем Белмикен, обращенная точно на восток, как будто специально выровнена, идеальное место для храма или крепости.
А вчера мы услышали легенду, по которой на месте водохранилища был древний город. Но легенды остаются легендами. По этой же логике можно вспомнить и Хемус, Старопланину, и посчитать, например, Тунджу, левый приток Марицы, началом реки. Был я и в этих местах, и там слышал чарующие истории о древних временах. Кто знает. Так или иначе, устав скитаться по Риле, мы решили не увеличивать массу ищущих храма Орфея и оставить это дело профессионалам. Тем более, что некоторые из них свой храм уже нашли. Говорим о той очень древней истории позднебронзовой эпохи, которую пытаемся реконструировать, о времени Орфея. В сущности, первые сведения появляются, если наш храм действительно храм Диониса, в V веке до нашей эры у Геродота, который говорит о святилище Диониса, столь же известном в древности, как и Дельфийское, и которое находилось в землях древнего народа Сатри, то есть на этой земле, а жрецы у них были беси. Светоний же говорит, что в этом святилище Александру Македонскому была предсказана его судьба. А Макроний дает нам описание святилища. Оно, как и наше, находилось в Родопах, на высоком скальном холме, называемом Дионисус. И был там зал без покрытия, так, чтобы ночью можно было почитать подземного огненного Диониса, а днем, соответственно, Аполлона. Описание соответствует данному месту. Обратите внимание, здесь мы видим овальный зал, закрытый со всех сторон, но без крыши. Диаметр зала около 30 метров. В центре алтарь, где жгли огонь. Если подниметесь вверх, увидите, как все обожжено в этом месте от многократного использования огня. Все открытое нами до сих пор говорит, что мы попали на святилище древнего бога Диониса, которого фракийцы называли Загреем, а его вторую ипостась, соответствующую Аполлону, Сабазием. Почему мы говорим «святилище-дворец»? Потому что целостная структура этого древнего сооружения очень близка, если не сказать повторяет, схемы мегаронов, которые были созданы еще в крито-микенской культуре, потом развиты в Древней Греции. Все, что мы открыли здесь, очень похоже на укрепленные дворцы-святилища, созданные в минойской культуре. Но более всего напоминают дворцы в Микенах на Крите, расположенные на недоступных скалах, в которых обязательно есть центральный двор, который мы видим и здесь. Обязательно есть и один тронный или церемониальный зал, а также в этот комплекс должно было быть включено святилище. Оно тоже здесь присутствует. По древней традиции, которую восприняли фракийцы, царь одновременно и главный жрец. Царь объединяет и духовные, и светские функции. В данном святилище исповедовали культ солнца. Об этом говорит не только зал с алтарем, но и ниши, обращенные на восток. Солнце играло здесь главную роль, как и в мегалите Татул. И особенно в Татуле, где все вырисовывается очень четко. В керамике, например, также присутствует изображение солнца в различных формах. Это и пятиконечная звезда, это и свастика, она тоже символ солнца. Есть у нас и изображение пятиконечной звезды, и свастики. Находки времен Орфея, то есть 15-11 век до нашей эры, целиком посвящены культу Солнца. И в этом нет ничего удивительного, потому что в то время по всему Средиземноморью бытует этот культ. Солнечный культ на Крите, известны храмы, где поклонялись Солнцу. 15 век в Египте известен реформой Эхнатона, который вводит культ солнечного бога Атона. С уверенностью можно сказать, что Бог был богом Солнца. Храм возвышался в центре священной ограды, прочной и недоступной, подобно крепости. Сияющее небо заволакивалось нередко грозовыми тучами над горами Фракии. Буря появлялась внезапно и быстро исчезала. Солнце клонится к закату.
Настает час жертвоприношения. Жрецы спускаются по ступеням храма и зажигают принесенным из святилища факелом костер, сложенный из ароматического дерева. Из храма выходит первосвященник. Одетый в белое, как и другие жрецы, он отличается от них венком из мирты и кипариса, священным скипетром и золотым поясом, который сверкает темными огнями драгоценных камней, символами таинственной власти. Это Орфей. Погрузись в свою собственную глубину, прежде чем подняться к началу всех вещей, к великой триаде, которая пылает в непорочном эфире. Сожги свою плоть огнем твоей мысли. Отделись от материи, как отделяется пламя от дерева, когда сжигает его. Тогда твой дух устремится в чистый эфир предвечных причин, подобно орлу, стрелой летящему к трону Зевса. Я раскрою перед тобой тайну миров, душу природы, сущность Бога. Прежде всего узнай великую мистерию. Единая сущность господствует и в глубине небес, и в бездне земли. Любовный союз неба и земли чужд для непосвященных, но я хочу провозгласить истину. Сейчас гром потрясал эти скалы, молнии падали на них с неба подобно живому огню. Это огонь мужского начала, творческое пламя. Оно исходит из сердца и ума Зевса. А теперь взгляни на небесный свод, на этот блестящий круг созвездий, на который наброшено покрывало Млечного Пути, сверкающая пыль миров и солнц. Посмотри, как пылает Орион, как переливаются близнецы и как сияет Лира. Это тело божественной супруги, которое вращается в гармоничном круговороте под пение супруга. Взирай очами духа, и ты увидишь ее запрокинутую голову, ее простертые руки. Зевс одновременно и супруг, и божественная супруга. Вот первая тайна. А теперь дух твой должен проникнуть в пылающую область, в которой великий Демиург смешивает души и миры в чаше жизни. Утоляя свою жажду в этой опьяняющей чаше, все существа забывают свое небесное происхождение и опускаются в страдальческую бездну рождений. Зевс есть великий Демиург, Дионис – его сын, его проявленный глагол, дух светлый, живой разум. Однажды созерцал он небесные бездны через покров созвездий и увидел свой собственный образ, простирающий к нему руки. Очарованный двойником, он бросился, чтобы схватить его, но призрак удалялся все более и притягивал его. И, наконец, спустился Дионис в тенистую долину. Прекрасная Майя ткала покров, в котором переливались образы всего сущего. В это время гордые титаны и свободные титаниды увидели его. Первые, завидуя его красоте, вторые, охваченные безумием любви, бросились на него и растерзали его на куски. Сердце Диониса превратилось в пылающее солнце. Из клубов фимиама, которые поднимались от сжигаемого тела Диониса, произошли человеческие души и поднялись к небу. Когда их бледные тени достигнут пылающего сердца Бога, они зажгутся ярким пламенем, и Дионис воскреснет. Ты познал мистерию о смерти Диониса. Выслушай мистерию его воскресения.
Человечество – плоть и кровь Диониса, страдающие люди – его растерзанные члены, которые ищут друг друга, терзаясь в любви и ненависти на протяжении многих тысяч существований. Огневая теплота земли, бездна низших сил притягивают их в пропасть, разрывают их. Но мы, знающие, мы, гермесы человечества, подобно магниту, притягиваем их к себе, сами притягиваемые богами. Мы носим в сердце своем, подобно драгоценным камням, слезы всех живых существ, чтобы преобразить их в улыбки. Бог умирает в нас, и в нас же Он воскресает. Так говорил Орфей. Каждый год храмовые ученики отправлялись в священную долину на праздники Диониса. Они шли по глубокому узкому ущелью между островерхими скалами, переходили луга, покрытые златоцветом и ирисами, отдыхали на солнечных холмах, наслаждаясь благоуханием трав и цветов, и вслушивались в странное заунывное пение, которое носилось в воздухе и долетало до них неизвестно откуда. Долины раскрывались перед ними своими зелеными оврагами, рощами из ясеней и тополей, своими хрустальными ручьями, гротами, заросшими вьющимся плющом, своей извилистой речкой, катящей воды под сплетенными ветвями деревьев. Путники встречали много живописных процессий. Учеников молодого Вакха в длинных туниках и венках, молодых людей в звериных шкурах, длинные вереницы женщин в светлых одеяниях, подобные теням. Здесь никто не знал имени другого и старался забыть свое собственное. В течение 7 дней и ночей они переживали страдания и радости земные, переходили через мост темную Лету и спускались в подземное царство. Они преображались и как бы переходили в новую жизнь. И когда солнце золотило вершины гор, они приблизились к храму. Под звуки священного гимна появлялся Орфей. Одетый в пурпурные одежды, с лирой в руке, Орфей сиял вечной юностью. Он говорил: «Привет всем вам, которые пришли, чтобы возродиться после страданий земной жизни. Войдите, чтобы испить от источника света. Божественная искра, которая освещает нам путь в нас самих. В храме она становится ярким факелом, на небесах – светлой звездой. Так растет свет истины. Послушайте, как звучит лира о 7 струнах, лира Бога. Она вызывает движение миров. Да проникнут ее звуки в вас, да откроются перед вами глубины небес. Ныне свет Диониса засиял над вами. Да будет он в вашей любви, в ваших слезах и радостях. Любите, ибо все любит, но любите свет, а не мрак».